Александр был в отпуске, когда решил запустить свой дрон в надежде найти что-нибудь интересное. Он стоял на балконе 9-го этажа небольшого отеля на окраине города Инсбрук в Австрии и с легкой улыбкой наблюдал, как устройство поднимается в воздух и быстро удаляется вдаль. Уже некоторое время Александр подумывал о том, чтобы заняться горным трекингом в Альпах, но прежде чем окончательно решиться на такое приключение, он решил проверить местность с помощью дрона. Держа пульт управления в руках, он внимательно следил за изображением на экране, которое передавала камера. Сначала дрон пролетал над городскими улицами, машинами, домами и людьми, затем над небольшими лесными участками и дорогами, но чем дальше он отправлял аппарат, тем меньше становилось людей вокруг. Вскоре на экране появились широкие зеленые луга и высокие горные склоны, покрытые густой травой. Александр с интересом наблюдал за пейзажами и продолжал отправлять дрон все дальше, уверенный, что когда он решит отправиться в поход, его ждет настоящее приключение. Но когда аппарат пролетел над одним из склонов, его внимание привлекло что-то странное. Он резко остановил дрон в воздухе и нахмурился, пытаясь понять, что именно увидел. Посреди зеленого склона виднелось темное пятно, которое никак не вписывалось в окружающий пейзаж. Сначала ему показалось, что это просто камень или тень, но через несколько секунд он заметил, что пятно словно немного двигается. Тогда Александр понял, что нужно подлететь ближе. Он осторожно направил дрон ниже и медленно приблизил его к странному месту. По мере приближения пятно становилось все больше и четче, и вскоре его глаза расширились от удивления, когда он понял, что это собака. Животное лежало на боку среди травы и почти не реагировало на дрон, который тихо кружил над ним. Александр удивился тому, что собака оказалась так далеко от людей и так высоко в горах. Он не мог представить, как она вообще туда попала. Он развернул дрон и осмотрел окрестности, надеясь заметить человека, который мог быть хозяином животного, но вокруг не было ни души, даже на значительном расстоянии. Тогда он снова направил камеру на собаку и подлетел еще ближе. Его сердце начало биться быстрее, когда он понял, что животное находится в плохом состоянии. С собакой явно происходило что-то серьезное, и помощь находилась далеко отсюда. Александр несколько минут размышлял о том, что делать. Он сделал несколько фотографий местности и самой собаки, а затем осторожно направил дрон обратно к отелю. Когда аппарат вернулся к нему в руки, Александр быстро вышел из номера, спустился вниз и направился к своей машине. Он твердо решил найти и спасти это животное, которое, судя по всему, страдало и нуждалось в помощи. Через несколько минут он уже сидел за рулем и резко тронулся с места, подняв облако пыли на парковке. Машина быстро направилась в сторону гор. Александр крепко держал руль и не совсем понимал, почему именно эта собака вдруг стала для него такой важной. Обычно он не вмешивался в подобные ситуации и редко задумывался о спасении животных. Но в этот момент он чувствовал, что просто не может оставить ее там одну. Александр был владельцем успешной IT-компании и впервые за много лет позволил себе полноценный отпуск. Еще со студенческих лет он знал, что не сможет всю жизнь работать на кого-то другого. Он всегда стремился к независимости и не любил подчиняться приказам, поэтому решил построить собственное дело. На последнем курсе университета он запустил небольшой онлайн-проект, который поначалу казался рискованной идеей. Однако со временем его сервис начал быстро набирать популярность. Пользователи оставляли положительные отзывы, и уже через год количество клиентов выросло в несколько раз. С увеличением спроса Александру пришлось собрать собственную команду специалистов. Он стал руководителем компании, которая постепенно расширялась и начала сотрудничать с фрилансерами и партнерами из разных стран. Бизнес рос, приносил стабильную прибыль и со временем превратился в международный проект.
Но спустя 7 лет непрерывной работы Александр вдруг понял, что почти не отдыхал и совершенно перестал наслаждаться жизнью. Несмотря на высокий доход, он чувствовал усталость и понимал, что ему необходим перерыв. Именно поэтому он решил взять отпуск и отправиться в Альпы, чтобы немного отвлечься от дел. Он был уверен, что сотрудники смогут справиться без него, ведь за годы работы он окружил себя надежной командой. Александр представлял, что впереди его ждут захватывающие дни, наполненные походами, восхождениями и, возможно, даже прыжком с парашютом. Но он никак не мог предположить, что этот отпуск приведет его к неожиданной встрече. Теперь он ехал по извилистым горным дорогам не ради развлечений, а ради спасения собаки, которую заметил с помощью дрона. Машина двигалась все выше по серпантину, пока дорога наконец не закончилась. Александр остановил автомобиль и понял, что дальше придется идти пешком. Он снова запустил дрон, чтобы уточнить точное место, где находилось животное. Когда на экране снова появилась знакомая точка на склоне, он определил направление и начал подниматься вверх. Подъем оказался гораздо сложнее, чем он ожидал. Камни под ногами иногда скользили, а тропы практически не было. Несколько раз он едва не потерял равновесие, но продолжал идти вперед. Его не покидала мысль о том, как собака вообще смогла оказаться в таком труднодоступном месте. Наконец, спустя некоторое время он добрался до нужного участка. Увидев животное вблизи, Александр почувствовал, как у него сжалось сердце. Собака тихо скулила и лежала на траве, едва двигаясь. Он осторожно подошел ближе и заметил одну важную деталь — собака была беременна. Александр попытался говорить с ней спокойным голосом и медленно протянул руку, понимая, что испуганное животное может отреагировать агрессивно. Однако собака не проявляла никакой агрессии. Она лишь слабо пошевелилась и тихо заскулила. В этот момент Александр заметил еще одну тревожную особенность. Глаза собаки были мутными и не реагировали на движение. Он понял, что она, скорее всего, слепая. Осознание этого потрясло его. Он не мог поверить, что кто-то мог оставить беременную и слепую собаку одну в горах. Осторожно подняв ее на руки, он начал медленно спускаться вниз. Путь оказался долгим и тяжелым, ведь теперь ему приходилось нести дополнительный вес и внимательно следить за каждым шагом. Тем не менее, через некоторое время он все-таки добрался до машины. Он аккуратно положил собаку на заднее сиденье и сразу же начал искать ближайшую ветеринарную клинику. Через некоторое время он уже подъезжал к небольшой клинике в ближайшем городе. Александр остановил машину у входа, выбежал наружу и позвал на помощь. Ветеринары быстро забрали собаку и унесли ее в операционную. Несколько часов ожидания показались Александру бесконечными. Наконец, один из врачей вышел к нему с улыбкой и сообщил, что собака и ее щенки спасены. Если бы помощь пришла немного позже, ни она, ни малыши могли бы не выжить. Роды прошли успешно, и у собаки родилось 6 здоровых щенков. Александр хотел увидеть животное, но врач объяснил, что сейчас за ней ухаживают ассистенты. Во время разговора ветеринар неожиданно признался, что узнал эту собаку. Несколько месяцев назад ее привозил прежний владелец, но после травмы он просто перестал о ней заботиться. Поврежденная лапа и потеря зрения стали результатом долгого пренебрежения. Похоже, что хозяин решил избавиться от ответственности и просто оставил ее. Когда собаку наконец вымыли и привели в порядок, Александр смог ее навестить. Она выглядела очень уставшей, но лежала рядом со своими щенками и казалась спокойной. Наблюдая за ней, он вдруг понял, что не хочет расставаться с этим животным. Он решил забрать собаку себе и сразу же оформил все необходимые документы. Во время оставшихся дней отпуска Александр каждый день приходил в клинику, чтобы проведать ее и маленьких щенков.
Когда отпуск подошел к концу, собаку, которую он назвал Лира, наконец выписали. Александр подготовил для нее дом, установил специальное ограждение, чтобы она не поранилась, и старался проводить с ней как можно больше времени. Он регулярно гулял с ней и заботился о ней так, как она этого заслуживала. Со временем между ними возникла настоящая дружба. Никто не мог бы подумать, что обычный запуск дрона во время отпуска приведет к такой неожиданной истории. Александр часто вспоминал тот день и понимал, что именно благодаря этой случайности его жизнь стала немного теплее. Он пообещал себе чаще отдыхать и никогда не упускать шанс на новые удивительные события. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.